Это историческое место. Тут, например, есть такая фотка. Также сюда собираются люди раз в год и поют национальные эстонские песни. Нашу школу тоже сюда приглашали, но я никогда не чувствовал особого патриотизма. Бронзовый солдат. Это памятник всем погибшим и пострадавшим в Отечественной войне. И это напоминание всем тем, кто хочет развязать войну, чем она обычно заканчивается. Теперь давайте поедем в город на морковке. Мы вернулись в город, и первый объект, он немного заброшен, Гарфол. Сейчас его используют больше режиссеры для съемок всяких экшн-фильмов, и также люди для инстаграм-постиков. Сейчас расскажу про главную достопримечательность нашего города, это старый город. Он довольно близко, и первая достопримечательность это Оливест. С ним связана тоже уже история. Но главное в том, что строитель, когда ставил шпиль, он упал, потому что узнали его имя и сказали его вслух. А он вначале сказал строитель: говорите мое имя, не узнавайте, не говорите мое имя, а то все пойдет в прах. И все пошло в прах. Теперь пойдем к старому городу. И тут у нас толстая Маргарита. Она все еще считается башней, просто она ужасно толстая. Внутри там музей, в котором я был. Он посвящен морскому делу. Теперь давайте заберемся на Оливест. Вот туда. Мы забрались на Оливеста. 258 ступенек. Заняло нас минуты 3. Но мы здоровые лоси, поэтому остальные, может, подольше. Так, теперь расскажу, что отсюда видно. Это длинный Герман. Поднимает флаг в 7 утра. Наш эстонский пока что. А справа от него Домский собор. И слева от него Никулист. Это две католических церкви. И православная церковь, ровно посередине сейчас у нас, это храм отца Радевского. Его построили не так давно, потом реконструировали, в листах стоял очень долго. Вначале у него были золотые купола, такая, позолоченные, но они кому-то слепили глаза, и теперь они просто черные. Последнее, что я могу сказать, это ратуша. Давайте отправимся к ней. Раньше это было самое главное здание в городе, но теперь это просто музей. Это же площадь сейчас оживляется летом и на Рождество. Сюда привозят оверпрайс-глёк, всякие рождественские игрушки за 10 евро штука. И елка, которая должна быть самой большой в Эстонии. Но это не точно. Площадь Свободы используется для всяких праздников, пиршеств, конечно же, военного парада. Также на этой площади расположена церковь Яни. Вот это желтая церковь. Честно, я не знаю, что там. Я никогда в ней не был, поэтому рассказать особо ничего не могу. Также на этой площади расположен крест Свободы, который поставлен после окончания освободительной войны в 1918 году. На этом мы со старым городом почти закончили. Осталась еще одна достопримечательность. Вообще, сколько раз я не проходил эту церковь, либо кто-то женится, либо кого-то хоронят. И эту церковь очень хорошо видно с любой точки Таллина, потому что она немного на возвышенности, особенно с моря. Итак, мы уехали из города. Сейчас мы на одном из полуостровов Таллина, Какумея, это самый левый остров. Мы находимся рядом с парком под открытым небом. Он находится вон там. Конечно же, за забором.
Вот, и этот забор проходит чуть ли не до моря. Поэтому пройти в него мы не смогли. В том парке вы можете увидеть то, как жили народы до урбанизации. Но вообще вы можете и не платить, и не идти туда, а погулять просто в этом районе. Потому что тут уже открывается вид на наше любимое Балтийское море. Сейчас мы находимся на корабле, а корабль где? Конечно, в Лётной гавани. Это лучший морской музей, по моему мнению, в Таллине, да и вообще в Эстонии. Тут всегда есть что-нибудь прикольное, можно забраться на корабли всякие, подлодки. Почему это лётная гавань? Ну, потому что в Первую мировую войну тут приземлялись гидросамолеты, поэтому она и стала лётной. Так что я всем советую сюда приехать и посмотреть на разные выставки, хоть они и все военные. Осталось построение достопримечательностей. Ну и наконец, последнее место в нашем городе, куда я хотел заехать. Но по важности оно на первом месте. Это пляж Пикакари на полуострове Палеса. Тут лучший песок, потому что его сюда завозят. Лучшая глубина, можно сразу нырять. И самая чистая вода в Таллине. Я тут провожу очень много времени, это для меня правда важное место. Ну и наконец, вид на Таллин. Мой город. Поистине мой. Осталось его только построить. Какие шаги я предпринял, чтобы это сделать? Сделал модели каждой достопримечательности в Studio 2.0. Добавил рельеф. Добавил все в одну модель. Добавил деревья. Мелочи всякие. Как видите, эта программа показывает, какие части невозможно совместить. То есть соединить их просто невозможно. Так что надо найти новое решение. Сейчас опять проверяем. Теперь все окей. Вот. Также эта программа позволяет увидеть, какие детальки существуют, какие нет. Например, тут сбоку список тех, кого просто нету. Это значит, что деталей такого цвета не существует. И в конце концов можно добавить список всех нужных деталей на этот сайт, Bricklink, и купить их у предложенных продавцов. Тут много характеристик, но основное это местоположение и качество деталек. Использованные или новые. Для начала я проверил, какие детали у меня есть. Их оказалось у меня немного. Затем я нашел в Германии продавца с подходящими деталями, но у него были не все, поэтому еще нашел итальянца, у которого были оставшиеся. Что я сделал с сетями, которые не существуют? Но я покрасил те, которые были у меня. Красил я их акрилом и получилось в принципе неплохо. Ну и все было готово к сборке. Вообще я впервые делаю такой проект, но боже мой, как приятно было строить без рамок и ограничений. Ну, наконец сборка. Таймлапс. Here we go.